Вчера в Венгрии прошли парламентские выборы, которые закончились поразительно негативным для правящей партии Фидес и Виктора Орбана результатом. На момент написания сценария подсчитано более 97% голосов. Главная оппозиционная партия ТИСА под председательством Петера Мадьяра берет 45 мест в парламенте по общенациональному списку и еще 93 места по одномандатным округам. Всего у ТИСы 138 мест из 199. Это конституционное большинство. Партия премьер-министра Виктора Орбана Фидес потерпела поражение, какого не знала с 2006-го. Из 135 мандатов за ней остаются лишь 55. Из 87 одномандатных округов удалось выиграть лишь 13. Перед нами полноценные опрокидывающие выборы, когда политическая сила, которая имела все, теряет власть по результатам одного голосования. Такой феномен иногда случается с политическими системами, балансирующими на грани между конкурентной демократией и авторитаризмом. Сейчас обсудим произошедшее подробнее. Сначала напомню, по ссылке в описании мы собрали способы для обхода блокировок. Если у вас видео тормозит, загляните в нашу инструкцию и ускорьте. Очень интересно каждый раз за подобным наблюдать. Когда институт выборов внезапно демонстрирует свою мощь, несмотря на однопартийное правление в течение 16 лет. Это впечатляет. За этими выборами следили все. Сложно даже вспомнить, когда еще выборы в такой небольшой стране привлекали столько внешнего внимания. За Виктора Орбана лично агитировал Дональд Трамп, а вице-президент Венс и вовсе прилетел на его предвыборный митинг. Американские политики, европейские политики, сетевые инфлюенсеры и звезды Голливуда, лидеры мнений, многие из которых Венгрию на карте не найдут, очень сильно переживали об исходе этого голосования. Для западного мира это был не выбор правящей партии в отдельной стране. Это выбор между новым и старым образом западного мира. Между трампизмом с его изоляционизмом, антиглобализмом, с его правом сильного, и европейским единством с его правилами и верой в институты. Именно так это все воспринимали. Сами претенденты на избрание в своей глобальной роли тоже не заблуждались и использовали это в своей агитации. Выбор оказался однозначным. Результаты могут незначительно измениться. Через некоторое время приедут бюллетени из-за рубежа. Но Орбан уже признал поражение. И можно не сомневаться, что Петер Мадьяр теперь новый премьер-министр Венгрии. Перед обсуждением результатов подробным давайте поговорим о самой Венгрии. Бесполезно разговаривать о выборах в ней, не рассказав, что это, собственно, за страна такая. Потому что хотя Венгрия и ее бессменный на протяжении 16 лет премьер Виктор Орбан всегда на слуху, о самом государстве в нашем пространстве мало что известно. Будапешт всю дорогу до начала войны и визовых затруднений был очень популярным направлением для отдыха у россиян. Одним из немногих в Европе, которые некоторые люди открыли для себя еще с советских времен. Венгрия была одной из самых развитых стран соцлагеря. Едва ли найдется человек старше 30 лет на всем постсоветском пространстве, который не катался бы на венгерских икарусах. Я катался. Не пробовал бы венгерского гуляша. Что такое икарусы? Что такое икарусы, говорят? Господи. Набрали меня. Автобус с гармошкой такой. По всему СССР ходил такой, с глазами и решеткой. Он венгерского производства? Да, он венгерского производства, блин. Икарус. Ладно. Венгрия также не вылезает из политической повестки. Если в новостях не пишут «Орбан снова шантажирует Евросоюз по вопросу санкций или выделения помощи Украине», то, видимо, на дворе выходные или Рождество какое-нибудь. Но на этом познания многих о Венгрии заканчиваются. Какая там экономика, что с промышленностью, доходами, налогами, какое там законодательство, откуда взялись партия Фидес и Виктор Орбан, как устроены выборы и СМИ. Мало кто этим интересуется. Начнем с одного факта. Скорее всего, вы не знаете ни одного венгерского города, кроме Будапешта. И это объяснимо. Из 10 миллионов населения всей страны в столице живет 1,7 миллиона человек, а вместе с агломерацией 3 миллиона примерно. Во втором по величине городе, Дебрецене, всего 200 тысяч, остальные еще меньше. В политическом смысле, таким образом, Венгрия — это Будапешт, где с учетом агломерации живет треть страны. И все остальное — малые города и сельская местность. Венгрия — страна бедная. ВВП на душу населения в 2024 году $23 тысячи.
Это 4-й с конца результат в Евросоюзе. На одном уровне с Латвией, беднее Словакии. В масштабах больших, чем погрешность разных систем расчета ВВП, Венгрия богаче только Болгарии. В Венгрии очень тяжелая ситуация с госбюджетом. Получая ежегодные прямые дотации в размере 4-5 миллиардов евро из фондов Евросоюза, венгерский бюджет все равно остается дефицитным, а совокупный госдолг превысил уже 2/3 ВВП. Венгрия беднее всех своих соседей по Евросоюзу и в полной мере ощутила издержки бедных стран в ЕС. Чистый отток населения больше 500 000 человек. 3/4 внешнеторгового оборота приходится на страны ЕС. Особенно Венгрия зависима от Германии. Де-факто вся венгерская промышленность – это подразделения и сборочные предприятия немецких концернов. Volkswagen Audi Group, Mercedes, Continental, Bosch, BMW. Средняя зарплата в Венгрии до налогов чуть более 1500 евро. По этому показателю Венгрия занимает одно из последних мест в Евросоюзе. Поэтому, если кому-то вдруг кажется, что Венгрия при Орбане – это случай авторитарной модернизации, что страна при своем бессменном на протяжении 1,5 десятилетия лидере как-то невероятно расцвела, то это не так. Даже на фоне стран бывшего соцблока Венгрия выглядит неважно. Теперь давайте разберемся с тем, можно ли считать Виктора Орбана полноценным автократом. Это смотря с какой стороны посмотреть. Если судить с нашей колокольни, то до полноценного автократа Орбану как до Китая пешком. Поговорим об этом после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас для тех, кто ездит за границу, есть 3 основные опции оплаты. Во-первых, можно возить с собой наличку. Но много с собой не увезешь, да и небезопасно постоянно носить при себе стопку банкнот. Вторая опция – оформить себе обычную карту иностранного банка. Третья – завести криптовалютную карту. Оформить такую можно буквально за 5 минут, а потом тратить криптовалюту напрямую с баланса, как обычные деньги, расплачиваясь этой картой в кафе, ресторанах, магазинах и оплачивая подписки. Карты такие называются М-карты. Ссылку я дал в описании. Пополнить их можно не только криптовалютой, но и через СБП, обычными рублями. Средства зачисляются моментально. Сможете подключить карту к Apple и Google Pay. Это, кстати, также отличный запасной вариант, если вы живете за границей и опасаетесь, что вам заблокируют основной счет в зарубежном банке. Случись что, карта лишней не будет. Пользоваться ей просто. Все управление картой и транзакциями осуществляется через Telegram, безо всяких дополнительных приложений и сложных интерфейсов. А если вдруг появятся вопросы, у М-карт крайне дружелюбная поддержка. И карту, и поддержку мы протестировали, все отлично работает. Кстати, у М-карт есть отдельная карта для оплаты ChatGPT. Если вам нужно только оплатить сервис, а не тратить деньги за границей, то можно оформить ее и не переплачивать. Ссылку на М-карт я оставил в описании. А если вы напишите в поддержку промокод CATS, то 50% от стоимости карты вернется к вам на баланс после покупки. Продолжим. Мы говорили о том, что до полноценного автократа Орбану очень далеко. Орбан не уничтожает независимые СМИ, не может закрыть доступ на выборы или пересажать политических оппонентов, развязать свирепое полицейское насилие или полноценную цензуру в медиа. А главное, Орбан не может напрямую фальсифицировать выборы, переписывать финальный результат. Внутри ЕС не может быть автократа, который такое вытворял бы, будучи предельно зависимым от общеевропейского рынка и от европейских дотаций. В рамках возможного Орбан сделал все, чтобы выигрывать выборы каждый раз до их начала. Избирательная система Венгрии – это штука, в которой сам черт ногу сломит. Виктор Орбан провел целый ряд электоральных реформ, чтобы максимально снизить представительство Будапешта, где его партия, Фидес, не пользуется особой популярностью. В пользу малых городов и сельской местности их вес увеличивался. Система выборов в Венгрии смешанная, причем смешана не в равных долях. Из 199 парламентариев 93 избираются по общенациональным спискам партийным. 106 по одномандатным округам, которые нарезаны так, что у сельской местности и маленьких городов появляется преимущество. Там и базовый электорат Виктора Орбана проживает, по совпадению. Консервативные жители глубинки. А еще там сильно проще точечная манипуляция результатами, включая прямой подкуп. Это стандартная практика для всех популистов и автократов в любой части света. Лишить политического представительства большие города с образованным, информированным, более либеральным населением. Лишить представительства города, где есть активная политическая жизнь и крайне затруднены точечные манипуляции.
Особенно это критично, когда ВВП на душу населения в столице в 2,2 раза выше среднего по стране. Когда Будапешт социально и экономически как Германия, а остальная страна как Сербия. Побеждая в глубинке, ты побеждаешь в стране, которая от столицы отличается всем. Но на этом Орбан не остановился. В Венгрии легален избирательный туризм. Избиратель может поехать в другой округ и проголосовать там не только по партийному списку, что было бы нормально, но и за местного кандидата одномандатного. Что дает возможность организованно перемещать избирателей и докидывать голоса в те округа, где их не хватает. А еще очень важный фактор для таких относительно небольших стран с большой диаспорой – это голосование из-за рубежа. Для России и стран с похожими масштабами населения этот вопрос не очень важный, но в случае Венгрии может перевернуть выборы. При Орбане паспорта получили около 500 000 этнических венгров за рубежом. Венгры за рубежом – традиционная база поддержки Орбана, а само голосование устроено крайне сомнительным образом. Бюллетени считают не сразу, а свозят их в Будапешт, а затем, спустя несколько дней, зарубежные результаты добавляют к внутренним. Система же превращения голосов в мандаты по общенациональному списку устроена настолько мудрено, что мы даже не возьмемся ее тут описывать. Короче говоря, насколько можно было выборами манипулировать, за пределами прямых фальсификаций, настолько Орбан выборами манипулировал. Результаты после реформы 2012 года, которая и выстроила эту систему, выглядят ожидаемо. В 2018 партия Орбана получила чуть меньше 50%, в 2022 – 54%. Но оба раза имела конституционное большинство, больше 2/3 депутатов, 133 и 135 мест соответственно. В судах тоже абсолютное большинство судей в кармане у Орбана. За 16 лет у власти он мог назначить во все суды лоялистов, которые штампуют нужные решения. В Венгерском конституционном суде, который вообще может отменять законы, все 15 судей были назначены орбановским Фидесом. Помимо этого существует орган под названием Бюджетный совет, который может отклонять принимаемые парламентом бюджеты. Все 3 человека в нем члены Фидес, которых недавно назначили на сроки аж в 6 или даже 12 лет. Наконец, право вето на законы есть у фидесовского президента Венгрии, которого недавно переназначили на 5-летний срок. При этом все эти внепарламентские органы могут быть изменены только 2/3 голосов парламента. И на этих выборах оппозиция смогла эти 2/3 набрать, что позволяет заменить судей, отменить бюджетную комиссию и преодолеть вето президента, то есть лишить Орбана и его союзников всех способов хоть как-то мешать новым властям. Власть Орбана – это история про то, как в условиях конкурентной демократии при честном подсчете голосов исключительно политтехнологическими методами можно некоторое время искажать волю избирателей, снижать цену голоса своих противников и с помощью хитрой нарезки округов распределить своих избирателей так, чтобы победа была гарантирована. Но теперь мы видим, что если институт выборов не разрушен до основания, а политическая система не монополизирована, то волю избирателя пусть и можно исказить, но нельзя перевернуть. Проигрывать все равно придется. Придется признавать поражение и уходить. После этой экспозиции давайте скажем пару слов про Петра Мадьяра, триумфально победившего со своей партией ТИСА. Мадьяр совершенно не тот оппозиционер, к которому мы привыкли, не борец с коррупцией, победивший систему. Сложно сравнивать с нами. В России ситуация совсем уж ненормальная. Но на наши деньги это условный Володин. Мадьяр 22 года из своих 45 был членом партии Орбана. Он перестал быть высокопоставленным соратником Орбана всего-то в 24 году. Ушел он плохо. За пределами Венгрии эта история почти неизвестна. Но внутри страны это был скандал по масштабу почти равный американским файлам Эпштейна. В 2023 году был помилован бывший директор детского дома в Бичке, которого осудили за сокрытие педофилии. Помилование выписала тогдашняя президентка Венгрии Каталин Новак, а представление к амнистии выписала жена Мадьяра, тогдашний министр юстиции. В 2024 году настолько небывалый гуманизм государства вылез наружу, и президент Новак подала в отставку, а супруга Мадьяра объявила об уходе из политики. На фоне этого скандала Мадьяр вышел из партии, объявив, что коррумпированное венгерское руководство назначило 2 женщин крайними, в то время как помилованный директор детского дома был связан с окружением Орбана. После чего Мадьяр
публично угрожая большими коррупционными разоблачениями, пошел строить собственную политическую коалицию. Развод Мадьяра с партией Орбана состоялся не по общеполитическим соображениям. История там личная, и образ нового премьера далек от нашего представления о либерализме. Единственное, чем его программа сильно отличается от программы Орбана, это отношение к Евросоюзу. Похоже, что Мадьяр не собирается постоянно саботировать ЕС изнутри и бесконечно шантажировать институт, от которого Венгрия всецело зависит. Похоже, что Путин действительно лишается очень важного агента хаоса. В остальном же перед нами политик весьма правых, довольно консервативных взглядов, который откололся от партии власти не потому, что имел с ней фундаментальное разногласие, а потому что партия эта в критический момент подставила его жену. Что же обеспечило поражение Виктора Орбана? Кажется, что причины тут есть и ситуативные, и фундаментальные. О фундаментальной причине мы говорили. Венгрия – бедная страна, зависимая от Евросоюза. Дешевый газ от Путина, мифические инвестиции от Трампа – это, конечно, замечательно. Но у страны реальные проблемы с бюджетом, со стагнацией экономики, с инфляцией. Ей нужна помощь не газом и не обещаниями, а прям деньгами. Причем помощь стабильная. Виктор Орбан же занят тем, что саботирует действия ЕС, а ЕС в ответ блокирует пакет помощи Венгрии. Сейчас заморожены 19 миллиардов евро для Венгрии. Для такой страны это огромная сумма, 10% ВВП, пятая часть годового бюджета. И это далеко не все. Очевидно, что такое поведение Орбана бьет по всем формам взаимодействия, не только по прямым дотациям. Европейские компании меньше инвестируют, меньше создают рабочих мест, меньше генерируют спроса на продукцию страны, которой не доверяют. Политика Орбана, противодействующая Евросоюзу, экономически самоубийственна. Венгрия не может себе позволить без конца хамить и пакостить институту, от которого полностью зависит. Второй фундаментальный аргумент лежит на поверхности и не требует погружения в местную специфику. Это банальная усталость. Виктор Орбан на вершине венгерской политики уже 30 лет. 16 из них бессменный премьер. Та риторика, те практики, которые хорошо годятся для молодых и бодрых популистов, уже не так хороши для тех, кто в кресле премьера Венгрии появился раньше, чем Путин в кресле президента России. Ситуативный фактор – это, конечно, какая-то совершенно безумная зацикленность на внешней политике. Часть нашей редакции сейчас совершенно случайно оказалась в Будапеште. И если бы вы там тоже были, то вам бы показалось, что против Виктора Орбана в премьеры баллотируется Владимир Зеленский. Фотографий президента Украины в Будапеште больше, чем любого другого политика. Кампания Орбана целиком построена на том, что Венгрии не по пути с Зеленским, в частности, и с Украиной в целом. Избирателям предлагается голосовать против Украины и ее президента. Неважно, как избиратель относится к воюющему соседу, но само предложение совершенно же неадекватное. Ну какое отношение имеет Украина к миллиарду внутренних проблем Венгрии? Как вообще можно проголосовать против чужой власти? Ну и последнее наше обоснованное предположение – роль Дональда Трампа. Многие понимали, что повторный приход Трампа к власти в США – полная катастрофа, но недооценивали, какой катастрофой это станет для тех, кто считал его союзником, а его победу своей. Едва придя к власти, Трамп своими наездами на Канаду спас канадских либералов от неизбежного поражения. Благодаря Трампу спасли свои политические карьеры премьер-министры Дании и Испании. За год с небольшим Трамп умудрился столько наговорить и таких дров наломать, что кажется уже не важно, где и какой ты политик, что у тебя с рейтингами. Посылаешь Трампа нахрен, тебе все прощают и всюду избирают. Орбан – первый случай, когда данное правило сработало в другую сторону. Неизвестно, какой умник придумал, что личное участие главы иностранного государства в национальных выборах будет хорошей идеей. Казалось, опыт Владимира Путина с поддержкой Виктора Януковича на президентских выборах в Украине продемонстрировал, что это плохая идея, что никому не нравится, когда заграничное начальство приезжает с наставлениями. Но в Венгрию иностранное начальство зачем-то сунулось. Вице-президент Венц приехал в Будапешт агитировать за Орбана прямо перед выборами, а Трамп публично посулил Венгрии выгодные инвестиции в случае его избрания. Вообще говоря, такая кампания вряд ли кому бы понравилась, даже будь на месте Трампа кто угодно другой. Но это же еще и Трамп, который вполне успешно борется с Путиным за звание самого ненавидимого европейцем и политика. Только сам Дональд Трамп мог посчитать, что агитация за Орбана в его исполнении венгерскому премьеру поможет, а не потопит его окончательно. Видимо, Орбан не смог отказать
А Трамп вновь подтвердил свою репутацию великого гробовщика популистов. В целом же для нас исход выборов в Венгрии хорош не тем, что Орбан проиграл Раскольнику из своей же партии. Мы с вами не венгры, это их внутренние дела. Для нас тут важно, что при всех разговорах о слабости и скорой погибели Евросоюз силен. Силен тем, что как бы ни хотелось внутри него стать маленьким Путиным или маленьким Лукашенко, захватить СМИ, получить контроль над выборами, назначить себя пожизненным вождем, всему есть предел. И заключается он в том, что значимое большинство людей приходит и голосует за оппонента, которого ты не можешь снять с выборов, посадить в тюрьму, убить или выдавить из страны. А когда значимое большинство голосует против тебя, приходится признавать поражение и сдавать власть. Евросоюз силен тем, что в нем можно выглядеть как диктатор, вести себя как диктатор, но стать диктатором нельзя. До завтра.